Зигмунд Фрейд. Цитаты. Мы выбираем друг друга не случайно. Мы встречаем лишь тех, кто уже существует в нашем подсознании. Кому не хватает секса, говорит о сексе. Голодный говорит о еде. Человек, у которого нет денег, о деньгах. А наши олигархи и банкиры говорят о морали. Любящий многих знает женщин, любящий одну познает любовь. Мы живем в очень странное время и с удивлением отмечаем, что прогресс идет в ногу с варварством. Муж почти всегда является лишь заменителем любимого мужчины, а не самим этим мужчиной. Чем более странным нам кажется сон, тем более глубокий смысл он несет. В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. Ужасно, когда два любящих сердца не могут найти ни достойной формы, ни времени для нежных слов. Они как бы берегут нежность на случай неожиданной беды, когда сама ситуация вынудит их к этому. Не надо скупиться на нежность. Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убежденность, что его любят. Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность. Мы никогда не бываем столь беззащитны, как тогда, когда любим, и никогда так безнадежно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви или его любовь. В основе наших поступков лежат два мотива – желание стать великим и сексуальное влечение. Если человек начинает интересоваться смыслом жизни и ее ценностью, это значит, что он болен. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. К несчастью, подавленные эмоции не умирают, их заставили молчать, и они изнутри продолжают влиять на человека. Тайна человеческой души заключена в психических драмах детства. Докопайтесь до этих драм, и исцеление придет. Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти. Терпимое отношение к жизни остается первейшим долгом всех живых существ. Ничего не бывает случайного, все имеет первопричину. Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это вы сейчас. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удачу, которые нередко приводят к действительному успеху.
Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там всегда и были. Депрессия – это замороженный страх. Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в этом своем мире, и ее фантазии воплощаются в симптомы различных болезней. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники, к кипящему горшку мухи не летят. Если ты простил человеку все, значит, с ним покончено. Люди более моральны, чем они думают, и гораздо более аморальны, чем могут себе вообразить. Депрессия – это не чувство слабости, это признак того, что вы пытались быть сильным слишком долго. Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда. Мы не всегда свободны от ошибок, по поводу которых смеемся над другими. Остроумие – это отдушина для чувства враждебности, которое не может быть удовлетворено другим способом. Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира. Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность. Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит.